Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить творожный торт с клубникой. Торт готовится без выпечки, легко и просто. Получается красивым и невероятно вкусным. Моим домашним очень нравится этот торт, он в меру сладкий и легкий. Надеюсь, он понравится и вам. Ингредиенты рассчитаны на торт диаметром 18 см, высотой 6,5 см и весом килограмм 600 грамм. Давайте приготовим. Сначала приготовим основу для торта. 180 грамм песочного печенья надо измельчить в крошку. Самый быстрый вариант – измельчить его в блендере. Если блендера нет, то можно сложить печенье в пакет и раскатать их скалкой. В измельченную крошку выливаем 70 грамм растопленного сливочного масла. Все тщательно перемешиваем. Добавляем 10 грамм или 2 чайные ложки молока. Сколько добавлять молока, вы смотрите по своему печенью. Печенье должно хорошо прессоваться и легко рассыпаться обратно. Если печенье сухое и не держит форму, то можно добавить немного больше молока. На тарелку устанавливаем разъемное кольцо с ацетатной пленкой. Если ацетатной пленки нет, то ее можно заменить полосками, вырезанными из бумаги для запекания или из пергаментной бумаги. Высыпаем всю крошку в форму. Равномерно разравниваем. Утрамбуем стаканом, это и будет наш корж основа. Убираем основу в холодильник и приготовим крем. Творожным слоем мы сделаем углубление для клубничного слоя. Для этого нам потребуется пиала меньшего диаметра, чем торт. Для торта диаметром 18 см я взяла пиалу, которая имеет диаметр верхнего края 12 см, а нижнего 6 см. Смазываем пиалу небольшим количеством растительного масла и оборачиваем пищевой пленкой. «12 грамм желатина заливаем 70 граммами или миллилитрами воды. Размешиваем и оставляем набухать. Я использую быстрорастворимый желатин, который разводится из расчета 20 грамм желатина на 1 литр некислой жидкости. К 300 граммам мягкого творога добавляем 100 грамм или 2 полные столовые ложки сметаны. Хорошо перемешаем все блендером, чтобы масса стала однородной и гладкой. Для такого торта очень хорошо использовать творог, приготовленный из замороженного кефира. Крем из такого творога получается очень нежным и абсолютно не имеет крупинок. Видео, как приготовить такой творог, есть на канале, ссылку на рецепт я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Вот такая гладкая творожная масса получается. 100 граммов сахарной пудры, это 5 столовых ложек без верха. Добавляем 15 грамм или 3 чайные ложки ванильного сахара. Перемешиваем. 200 грамм охлажденных сливок жирностью 30-35% начинаем взбивать на небольшой скорости миксера. Когда сливки начинают пениться, постепенно добавляем к ним сахарную пудру с ванильным сахаром. Продолжаем взбивать на небольшой скорости миксера. Когда сахарная пудра растворится, постепенно увеличиваем скорость миксера до максимума и продолжаем взбивать. До пика сливки взбивать не надо, они должны стать воздушными и увеличиться в объеме примерно в 2-2,5 раза. В 2 этапа добавляем взбитые сливки в творожную массу и аккуратно на небольших оборотах миксера перемешиваем до однородного состояния. Разбухший желатин надо распустить. Для этого его надо разогреть в микроволновой печи или на водяной бане, ни в коем случае не кипятите. Размешиваем, надо, чтобы желатин полностью растворился и жидкость стала однородной без крупинок. Добавляем распущенный желатин в ложку творожного крема. Тщательно размешиваем. Еще одну ложку. Также хорошо размешиваем до однородного состояния. Делаем это для того, чтобы выровнять температуру желатина, так как мы его сейчас будем вливать в крем, чтобы он сразу не схватился. Выливаем желатин в крем и размешиваем миксером до однородного состояния, не взбивая.
Вот такой нежный крем получается. Переливаем крем в форму и равномерно разравниваем. В центр крема вставляем ранее подготовленную пиалу. Слегка придавливаем. Полностью пиалу в крем вдавливать не надо, она должна погрузиться примерно на 3 см. Убираем торт в холодильник примерно на полчаса-час. Крем должен полностью застыть. Пока крем застывает, приготовим клубничный слой. 10 грамм желатина заливаем 60 граммами или миллилитрами воды. Размешиваем и оставляем набухать. 400 грамм чистой и очищенной клубники измельчим блендером в однородную массу. Добавляем 100 грамм или 5 столовых ложек без верха сахара и 1 грамм или 1/4 чайной ложки лимонной кислоты. Перемешиваем. Ставим вариться на плиту. Варим, постоянно помешивая до закипания. Если будет пенка, убираем ее. Когда масса закипит, делаем огонь минимальным. И на минимальном огне провариваем клубничную массу 2-3 минуты. Снимаем с огня и остужаем до комнатной температуры. Чтобы остудить быстрее, я ставлю кастрюлю в чашу с холодной водой. Помешивая, остужаю до комнатной температуры. Разбухший желатин надо распустить. Для этого его надо разогреть в микроволновой печи или на водяной бане, ни в коем случае не кипятите. Размешиваем, надо, чтобы желатин полностью растворился и жидкость стала однородной без крупинок. Добавляем в распущенный желатин ложку клубники. Тщательно размешиваем. Всего я добавляю в желатин 3 чайные ложки клубники, каждый раз хорошо перемешивая. Делаем это для того, чтобы выровнять температуру желатина, и когда мы его будем заливать в клубнику, чтобы он сразу не схватился. Выливаем желатин в клубнику и размешиваем венчиком до однородного состояния, не взбиваем. Когда крем застынет, убираем пиалу. И пищевую пленку. Заливаем творожный слой клубничным. Если на поверхности есть пузырьки воздуха, их можно убрать палочкой или лопаткой. Убираем торт в холодильник. Клубничный слой должен полностью застыть. Застывает он примерно 3-4 часа. Украшать торт я буду взбитыми сливками. Перемешаем вместе 20 грамм или 1 столовую ложку без верха сахарной пудры и 5 грамм или 1 чайную ложку ванильного сахара. В чистой сухой холодной чаше взобьем 100 грамм сливок жирностью 30-35% с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Сливки взбиваем до состояния устойчивых пиков. Аккуратно, не перебейте сливки. Застывший торт освобождаем от формы и пленки. Украшаем взбитыми сливками и клубникой. При желании, если кто-то не любит печенье как основу, можно испечь бисквит. Только бисквит надо обязательно пропитать. Ссылку, как испечь бисквитный корж для такого торта, я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Вот и все, торт готов. Прекрасный торт для летнего чаепития. Легкий, вкусный, ароматный. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!